Здравствуйте, меня зовут Александр Сергеевич, почти как Пушкин, и сегодня мы начинаем изучать шахматные фигуры. И начнем мы, конечно же, с ладьи и слона. Это две самые простенькие и легкие в изучении фигуры. А раз я Александр Сергеевич, то возьму за традицию о каждой фигуре рассказывать по стихотворению. Итак, слушайте стихотворение про ладью. Фигуру вам представлю я с красивым именем ладья. Как танк могучий и стальной, она несется по прямой. Любые ей доступны дали, на вертикали, горизонтали. Вот только жаль, что ей не дали ходить и по диагонали. То есть ладья – фигура, которая ходит по прямым линиям, вверх, вниз, влево или вправо. Хочет ходит на одну клеточку, хочет ходит на две, хочет на три, а хочет прыгает через всю доску. Вот так шустро, быстро ладья умеет ходить. Не догонишь, юркая фигура. А если кто-то вдруг попадается на пути ладьи, вот, например, как эта пешечка, то ладья, конечно же, может ее срубить. При этом ладья встает на клетку, на которой стояла неприятельская фигура, и ни в коем случае не перепрыгивает, потому что у нас шахматы, а не шашки. Наша ладья замечательно побегала, потрудилась, и сейчас давайте погоняем ее по разным лабиринтам хитрым, чтобы можно было ладье проявить смекалку и потренировать наши умения. Приступим. Перед ладьей целый лес из белых пешек. И нужно ладье добраться до спасительной клеточки в дальнем-дальнем углу. Как же это сделать? На пешки свои наступать нельзя, перепрыгивать их тоже, это не по шахматным правилам. Но есть длинная дорожка, начинающаяся с такого хода. Далее ладья как по лесенкам подымется и доберется до нужной клеточки. Итак, приступаем. Вперед, вправо. Очень хочется наискосочек пойти, но нельзя, ладья так не ходит. Только по ступенькам ладья должна подниматься, и рано или поздно она доберется. Кажется долго, но это потому, что ладье мало простору. Ладья в тесноте не любит ходить. Главное, чтобы была дорожка, как здесь. Теперь мы с вами уже опытные погонщики ладьи и легко сможем ладьей вернуться назад при необходимости. Вот так ладья бегает между пешками. Замечательно. Ладья наша потрудилась очень хорошо. Вот таким путем она добиралась. И давайте теперь нашу ладью накормим. Раз ладья хорошо поработала, время и хорошо покушать. Накидали для ладьи мы целую кучу пешек-вкусняшек, целых 9 штук. Вот такие бутербродики для ладьи. Какой же бутерброд съесть первым? Хочется этот? Нет. Нельзя ладья наискосок ходить. Смотрит ладья вверх, никого. Смотрит ладья влево, никого. Вправо, тоже никого. Ага, увидела ладья пешку внизу. И быстрее хрум и съела. Еще одна пешка рядом есть. Стой, ладья, нельзя туда. Смотри подальше. И действительно, справа есть еще один вкусный бутерброд. Идет ладья, съедает его, смотрит вверх. И еще одну пешку можно скушать. Съели. С этой стороны еще одна пешка. Внизу еще. И ладья доедает оставшиеся пешки. Вот таким образом можно накормить свою ладью. Доели. И наша ладья сытая, довольная, радостная. По лесу погуляла, пешек наелась. И теперь для ладьи логическая задачка. Осталась одна черная пешечка, и нужно ее съесть. Ладья сразу хочет пойти и побежать ее съесть. Но это не по правилам. Ладья не может перепрыгивать через свои фигуры. И нужно искать обходной путь. Здесь путей много. Можно длинными ходами обойти, вот такими. Можно найти более короткий путь, вот такой. А можно избрать и путь посерединке, например, такой. Раз, два, три. 3 хода ладьи нужно, чтобы добраться до пешки. Быстрее никак. Но зато все по правилам и пешка съедена. Вот такая нехитрая фигурка ладья. И время перейти к следующей фигурке. Слону. Как и обещал стихотворение про слона. Он на слона похож едва ли, хотя зовем его мы слон. В своей родной диагонали всегда как рыцарь верен он. Похожий на солдата в каске, слон очень любит делать связки. Сколько много новых слов. Но давайте все по порядку.
Слон, как и ладья, фигура прямолинейная, дальнобойная, но в отличие от ладьи он ходит не по прямым линиям, а по косым. Может вправо пойти, вправо вверх или вправо вниз, а может пойти влево, влево вниз и влево вверх. Как и ладья, он ходит на столько клеток, насколько хочет. Хочет на одну, хочет на две, хочет на 3, а может прыгнуть и через всю доску вот так. И если кто-то у него на пути попадается, например, как эта пешечка, слон ее может скушать, встав на ту же самую клетку и ни в коем случае не перепрыгивая. Ничего сложного, и давайте погоняем нашего слона по лабиринтам, накормим его, выгуляем и предоставим возможность пораскинуть мозгами. Вот снова мы слону нашему, как и ладье, целую кучу вкусняшек накидали. Хочется любую из них слону сразу схватить, но ближайшие недоступны. Эту пешку хочет слон, но так нельзя, слон не ходит по прямой, эту хочет. Нет, нужно посмотреть по диагонали вдаль. Эта пешка для слона доступна. И ее можно сразу же за ход взять и съесть. Вот какой слон дальнобойный, издалека может кушать. Теперь ближайшая пешка ему уже доступна, так как она стоит по диагонали. Рубим. И снова ближайшая пешка недоступна, она по прямой. Поэтому ищем по диагонали. Рубим и доедаем слоном оставшиеся пешки. Эту пешку скушали, эту пешку скушали, эту пешку скушали и немножко совсем осталось. Накормили слона до отвала. Видите, ничего сложного нет в том, чтобы накормить слона. Особенно если слон шахматный. Слон наш хорошо покушал, доволен. И теперь время его выгулить. Вот лес для выгула слона из белых пешек. И чтобы выйти из леса, слону нужно добраться до клеточки, отмеченной красным цветом. Но дойти туда не так просто. Например, если мы пойдем слоном влево, сюда, 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 сюда и сюда, то наш слон заблудился, так как ему дорогу заслонила белая пешка. Через нее перепрыгнуть нельзя, своих мы не рубим. Поэтому придется слону возвращаться назад. Эх, ни с чем слон возвращается. Постойте, так можно же ведь и вниз слону попутешествовать. С этой клетки можно и сюда ходить, и там целая дорога дальше. Давайте попробуем. Пошли слоном сюда, сюда. И теперь не обязательно короткими ходами ходить, можно и чуть подлиннее. Главное, об пешку не споткнуться. Все, слон пробирается через центр и идет к заветной желаемой клеточке. Осталось только сюда и сюда. Главное не промазать, если перескочим, придется возвращаться. Можно вернуться и пойти сюда. Теперь мы уже опытные погонщики слонов, и наш слон может спокойно гулять по лесу хоть сколько. Может вернуться назад, может этим же путем прийти на исходную позицию. Главное, чтобы мы этот навык хорошо закрепили. Вот такой незатейливый слон. И давайте мы нашему слонику дадим логическую задачку. Вот такая задачка для слона. Ему нужно добраться до крайней клеточки за 4 хода. Но здесь есть небольшое препятствие в виде нашей пешки. Если слон решит встать на диагональ с пешкой, то у него не получится за 4 хода. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слишком долго 6 ходов. Придется его вернуть в исходное положение и искать другие пути. Здесь ничего сложного нет. Есть путь, начинающийся с длинного хода. Таким способом слон добирается. А есть более короткий, такого. Короткий в смысле дальности хода. На самом деле путь точно такой же по количеству ходов. Изберем длинный путь. 1, 2, 3, 4. Ура! Слон добрался. Итак, мы изучили с вами две фигуры, слона и ладью. Обязательно запомните стишки про них, так вы отлично усвоите, как ходят эти фигуры. И в следующих видео мы с вами изучим новые фигуры. До новых встреч, всем спасибо.